Всем привет! 1000 лет я не выходила на связь. Мы посетили за 7 дней 9 городов. К сожалению, наши родители к нам не приедут. Я сейчас улыбнусь, только вы держите себя в руках, не падайте. Пройти 17 кругов фонда, чтобы получить временные номера. Посмотрите, какая. Так и говорит, не мой меня. Смак. У нас появился ниндзя. Сашка купил себе Xbox. Давно не показывала чипероделку. Он у нас теперь весит 6 кило. Всем привет! 1000 лет я не выходила на связь. Я посмотрела, последний ролик был практически 2 месяца назад. На это были свои причины. Мы ушли в отпуск. Такие, знаете, причины были. Для меня не очень весомые, нам просто надоело. Нам надоело, и мы подумали, все, не хотим себя мучить, надоело монтировать. Потому что монтаж занимает очень много времени. Ну и съемка, конечно. За это время произошло столько всего нового. По поводу машины, мы ждем ее с ремонта. Она еще ремонтируется. Потом у нас был отпуск недельный, мы были в Италии. Вообще очень классно отдохнули. Мы снимали очень мало, практически ничего, не знаю. Может быть, ставлю куски в это видео. Мы были на озере Кома, и озеро Кома усыпано такими горами. И в этих горах есть городки. И вот мы путешествовали по этим городкам, было очень классно. Были 1 день в Швейцарии, очень нам понравился. Город Лугано называется. Ой, вообще классно, отдохнули мы шикарно. Мы посетили за 7 дней 9 городов. У нас был очень активный трип. Также мы заказывали кучу посылок. И тоже мы ничего этого не снимали. Плюс Саша только что вернулся с Софией. Он был там неделю. Ну, по работе ездил в командировку. Вот только вернулся. Мы с Чупсиком были одни. Мы еще живем на старой квартире. Но нам уже остался месяц. В общем-то, в следующем месяце будем переезжать. Вроде все дела рассказала. Все дела и новости рассказала, которые могли бы быть вам интересны, я так думаю. Ну и решаем вопросы еще с машиной, с этими. Все проходим сами. В общем-то, все с этими бумажками. Мы скоро сами с Сашей будем консультантами. Скажу вам честно, если у вас нет гражданства, то сложно будет. Даже те, кто имеет гражданство, им сложно. Тут я имею в виду с документами. Тут реально проходишь 7 кругов ада с этими ужондами. Во-первых, ты постоянно очень долго ждешь. Хрен запишешься. С этим всем ждешь очень долго всего. Потом, когда дожидаешься, в итоге выясняется, что ты какую-то бумажку не принес. А, в принципе, об этом и не говорилось раньше. Ладно, просто это нужно пройти, пережить. И вот мы тоже это проходим вместе с этой машиной. Плюс Саша собрал все документы на сталый побыт. Мы даже их перевели. Это стоит тулово денег. Очень много. Но так как Саша искал в литовском архиве своих предков, доказательства, что у него есть в роду поляки, нужно было перевести с литовского на польский. И там еще... Да, на польский надо было перевести. И плюс еще мы переводили документы на машину, потому что там тоже на голландском и на английском. Голландский, потому что таможня была в Голландии. Короче, денег ушло на эти тлумачения куча. К сожалению, наши родители к нам не приедут. Не получается у них. Да, я знаю, что мы делали им приглашение, но очень сложно сейчас из Беларуси записаться на визу. Ну, короче, долгая история, я даже не хочу углубляться. Кто знает, тот знает, что из Беларуси очень сложно попасть в Польшу, если у тебя нет визы, даже по приглашению. В общем-то, не приедут они, к сожалению. Поэтому вот, я пру на работу. Еще одна классная новость. Посмотрите на мою прекрасную улыбку. Я сейчас улыбнусь, только вы держите себя в руках, не падайте от такой голливудской улыбки. Класс. Помните, у меня тут была дырка, плюс вот этот зуб 2 был очень опущен. Но сейчас просто
Идеально на Каннский фестиваль можно ехать. С такой улыбкой будут вручать мне какие-нибудь награды. Вот, я иду, хвостик заплела, потому что очень жарко, 27 градусов. А я еще, у меня, посмотрите, торба. Там, это, моя форма рабочая. Фу, запыхалась, потому что очень жарко. И думаю, что нужно поснимать всякие классные новшества, которые у нас появились дома. У нас кое-что есть, что мы классное заказали, и этим пользуемся. И вообще просто в восторге. Я обязательно вам покажу. И вот мы первый раз пришли сюда решить проблемы по поводу наших временных номеров. Вот мы сидим и ждем нашей очереди. Наш номерок. У нас есть с собой документы, понятное дело. Нам сказали донести определенные бумаги. Мы заполняли онлайн, но там не хватило каких-то бумажек. Нам сказали донести. Проверяли целый месяц. Мы уже, честно, думали, что там потеряли вообще то, что мы заполняли онлайн. Но в итоге все хорошо. Просто нужно донести пару бумаг. Вот мы пришли и показать оригинал. Короче, можно было ничего не заполнять онлайн, а просто сразу прийти. Потому что им нужен оригинал. Вот мы и пришли со всеми документами, чтобы все показать. Возможно, даже нам сегодня дадут временные номера. Они красного цвета должны быть. Ну, посмотрим. Но машины все равно нету еще. Она еще ремонтируется. Вот так выглядят окошки. Ну, как обычно. Электронная очередь. Большое достаточно такое здание. Много окошек со всех сторон. Ой, ребята, вот честно, это пройти 17 кругов ада, чтобы получить временные номера. Мы, значит, пришли в этот ужонт место. Нам в интернете было написано, что нам надо донести там определенные бумаги и показать оригинал. Мы, значит, заходим в это окошко. Даже вообще, даже еще не разговаривая с нами, она сразу: мельдунок есть? А мы об этом как бы думали, но только в конце уже об этом подумали. А мы знали, что у нас мельдунок как бы уже закончен. Ну просто на интернет-странице ничего не было написано про мельдунок. Мы подумали, ну понятное дело, что у нас есть карта побыта, и вот это вот все важные документы у нас есть. Мы подумали, что, возможно, это и не нужно. Она сразу даже ничего не узнавала, ничего не спрашивая. Сразу у нас ничего дополнительно не спрашивая, спрашивая только один единственный вопрос. И понимая, что у нас нету мельдунка, все, она с нами даже разговаривать не хочет. Мы говорим, мы оплатили временные права, они будут действительно. У нас есть уже зажженные документы на интернет-странице. Ничего не хочу знать, ничего не хочу слышать. Несите внесок, пишите, мой авто. Заполняйте внесок и несите этот мельдунок. Короче, теперь нам ничего не сделают, пока у нас не будет этого мельдунка. У меня сегодня выходной. Я решила сходить на рынок и купить нам клубнички. Во-первых, посмотреть, сколько она стоит. Тут везде разная цена, потому что она только вот начала продаваться. На выходных мы там гуляли. Знаете, там был не рынок, а просто мы гуляли, и посреди улицы, не знаю, мужчина стоял с машины. У него там 10 злотых была за клубника. Она была очень красивая, но была невкусная. А там возле работы у меня рынок. И там, например, клубника стоила что-то, знаете, в районе от 15 до 18. Ну, тоже такой, короче, разброс. Решила сходить на наш рынок. Все равно выходной, а клубнички очень хочется. Посмотрю, что сколько стоит. И, конечно же, куплю. Вот, мне еще надо, и так, знаете, в бедронку зайти. Просто прогуляться. Хорошая очень погода, суперская. Прогуляюсь, проведу время самой собой. Хотя я вообще ненавижу. Я хотела бы лучше с Сашей пойти, но Сашка работает, к сожалению. Так бы вдвоем было бы веселее. Очень даже такой, знаете, я бы сказала, симпатичный парк. Тут есть такое небольшое озеро, и вдоль озера расставлены вот такие лавочки. Ну и видно, что лавочки пользуются популярностью. Люди вот там, знаете, видно, сидят вдоль озера. Ну так-то красиво. И тут в тенечке. Но мы здесь, если честно, редко. Очень редко ходим. Тут еще есть такая классная детская площадка. Вот там вообще люди время прикольно проводят. Играют в фрисби. Просто тусят. А на данный момент лазят по деревьям. Как мы в детстве прям. Я в детстве, когда у бабушки, знаете, тусила летом. Я, кстати, не буду врать, я не любила лазить по деревьям, даже боялась. Но иногда лазила. Ну, я и так творила
Все такие ужасные вещи. Сейчас, интересно, вообще отправляют на каникулы к бабушкам детей вот так вот на дачу, как нас. Ну, даже не на дачу, а меня в деревню отправляли. Мы там, конечно, большую часть пололи, но играли там тоже. Но у меня очень хорошие воспоминания с того времени, как, знаете, меня отправляли в деревню, потому что у меня очень много братьев. Ой, мы так там так тусили. У нас была такая, знаете, деревня, очень много детей было. И мы днем, естественно, там делали по работе всякие дела, а потом весь вечер, не то что вечер, там с 3 часов, допустим, мы были свободны, но это у меня такие воспоминания. И, господи, что мы только не делали, и на рыбалку ходили, какие-то игры придумывали. Так классно было вообще. Сейчас вообще так дети проводят время, я даже не знаю. Ну, еще история о том, как просто ремонтируется везде и меняется Лодзь. Просто я бы сказала, что это уже какой-то бег за то, чтобы красиво выглядел город. На самом деле уже красота. Тут видно, что делают пути для трамвая, уже сделали. Красиво, так, смотрите, дорожку выложили. Ой, вообще классно. Дорога. Тут пока еще все перекрыто, и можно так ходить, но видно, что ремонт еще все делается и продолжается. Там вообще далеко-далеко еще улица тоже, она перекрыта, и тоже продолжается ремонт. Просто, ребят, когда мы сюда переехали, вот именно на этой улице был ад. Прошло всего лишь, ну, меньше 3 лет, и уже, посмотрите, как все меняется. Ну, правда, в некоторых местах Лодзь просто не узнать. И мне это нравится. Я раньше думала, через лет 10 Лодзь будет вообще неузнаваемой. Теперь я думаю, мне кажется, через лет 5, если все будет так, то Лодзь будет вообще прекрасным городом для жизни. Открывается столько чудесных парков, особенно в центр. Центр вообще изменился до неузнаваемости. Ну так, знаете, по городу разъезжаем, смотрим, сколько домов старых таких, прям, ну, старых. Они под снос, и, скорее всего, будет что-то новое на том месте. Ну, я не знаю, я вообще просто так радуюсь за Лодзь, что этот город меняется. Но это город с очень большими перспективами. Я чую это, я чую. Вон даже там дядечка на крыше что-то ходит, делает, ремонтирует, репетирует, налаживает. Покажу свой улов, свои покупки. Я взяла укроп, взяла такие помидорки, красивые, 8 злотых за килограмм. И сорт называется Гаргамель. Вообще класс. Такая вообще красивая, сочная помидорка. И нашла самые дешевые огурцы. 5 злотых за килограмм. Вообще классные, такие добротные. Взяла килограмм. Взяла немножко картошки сегодня на ужин. Малосольные огурчики, как обычно, я их люблю. И килограмм клубники стоил 7 злотых. Ладно, чтобы вас не обманывать, я то сказала, сладкое очень. Прям грязную попробую. Она очень сладкая. Не, блин, вот я опять сейчас соврала. Она просто сладкая, бывает еще слаще. Она просто добротная, сладкая, вкусная. Посмотрите, какая. Так и говорит, не мой меня. Вот вы знаете, этот прикол, когда помоешь клубнику, она не становится такой привлекательной и сладкой, как грязной, с грядки, с бабушкиной. Сорвать. И прямо в песке вот так вот сдуть. И так в рот. И чувствуешь песок, но ты думаешь, да пофиг. Такая сладкая. Сейчас мы уже все такие привереды, все надо мыть. Раньше вообще я ничего не мыла, с грядки ела. Были времена, но сейчас иногда тоже могу грешить, но все равно сейчас уже мысли о том, что ой, там кто-то трогал своими грязными руками. Лучше об этом не думать, когда что-то кушаешь. Попробуем с вами малосольный вкусный огурчик. Я обожаю малосольные огурцы. Но он, знаете, уже на грани с кислым. То есть передержанный. Я люблю, когда они более светлые. И вот только-только вот пару дней буквально полежат в рассоле, вот туда не самый смак. И обещала вам показать одну из наших новинок. У нас появился ниндзя.
Это такой агрегат, похож на мультиварку, но у него есть гриль и аирфрай. Я хотела аирфрай, а потом Сашка нашел такую классную машину и говорит, давай лучше купим, где есть несколько функций одновременно. То есть тут есть гриль, есть airfry. Тут еще можно пользоваться, например, вот Steam airfry. И здесь, например, внизу можно положить какой-нибудь рис, какой-то гарнир. Он будет вариться и что-то там делаться. А сверху можно положить куриную грудку. То есть тут есть такая решетка. Вот на ней делается гриль. Вот он так фиксируется. А внизу, например, какой-то гарнир, как я уже говорила, вот так фиксируется, получается. Тут решетка, тут есть такие ножки. Вот так все зафиксируешь, сверху кладешь грудку. За счет вот этой спиралины она нагревается и она делает гриль. То есть тут, посмотрите, какая толстенная крышка. И получается офигенски. Вверху у тебя нагрильная грудка, ну, там примерно грудка, может быть, все что угодно, грибы. Мы тут готовим все. И классно то, что она квадратная. Сюда можно вместить все что угодно. Мы тут даже пиццу готовили. Пиццу, которую покупную, мы не готовили, в смысле, а разогревали. Знаете, вот покупаешь ее, надо в духовку подержать там сколько там, 15 минут. А мы тут подержали 10, тоже ее сюда положили. И она была такая вкусная, сочная. Мы тут не готовили только вот фритки. А все остальное мы уже, наверное, готовим. Мы уже практически не пользуемся сковородкой, только чтобы разогреть еду. А чтобы приготовить, мы пользуемся этой штукой. Она тут 3 литра. Вроде как. 4. На 4 литра ее хватает. Почти. Тут даже можно, ну не целую курицу, но половину курицы можно положить и загрилить. Ой, я не знаю. Это такая офигенская вещь. Я так рада, что мы ее купили. Мы теперь готовим только в ней, и тут еще есть дегидратор. Это можно, вот, например, делать банановые чипсы, или вот делают мясные чипсы. Тоже хочу как-нибудь попробовать. Еще одна новинка. Сашка купил себе Xbox на OLX. Но самое интересное в Xbox, именно из-за чего мы купили эту приставку, это, конечно же, Kinect. Ребята, мы рубимся. К нам даже приходит друг рубиться в нее. Ну, короче, классная вещь. И плюс Сашка купил взломанную версию. И там столько игр. Просто невероятное количество. Там и зумба, румба, можно все что угодно. Как бы спортивные всякие игры. И в наборе там еще положили ему 4 вот таких джойстика. И 2 из них он уже продал. Классно. Такие, ну, класс. Мне кажется, новинка супер. Еще из новинки очень интересно. Это вот этот тональник от Physician Formula. Я увидела хороший отзыв, и он вообще не дорогой, то есть в районе там 45 злотых. Ой, это вообще лучше. Посмотрите, во-первых, какая красивая упаковка. У меня оттенок LN3, и для моей кожи очень подходит. Он такой, практически ничего не перекрывает, он легкий, он идеально сидит на коже. Я его вот распределяю кисточкой. Я ее вот просто помыла. Распределяю этой кисточкой. Или вот такой кисточкой у меня появилась такая кисть. Я ее на Алиэкспрессе заказала. Она вообще прикольная. Ну, вот такой прикольной формы. Как от Rare Beauty. Закос под эту кисточку. Классно. И, короче, либо то распределяю. И идеально. Но я распределяю не по всему лицу, а под глаза. Так, лоб, немножко крылья носа. Ну, прыщики он не закрывает. Прыщики не перекрывает. И тут еще есть SPF 20. Вот этот мы почти заканчиваем, но я почти уже не пользуюсь. И так как мы были в Италии, я себе купила в Кика Милано. В Кика Милано вот такие блески. Вот этот мой самый любимый. И 22 оттенок. Вот этот бальзам еще купила. Я им просто постоянно пользуюсь. Видите, уже его много использовала. И купила вот такой корректор в 201 оттенке. Он самый популярный, этот оттенок. Но он офигенский. Он так размазывается. Тоже кисточка практически не видно. И остается такая легкая тень. Вуаль. Такие у меня классные косметические новинки. Я рада. Крашусь везде каждый день. Плюс у нас была посылка из Беларуси. Мы ее не снимали. И мне моя подружка передала вот такие белорусские маски
Боже, это какое-то блаженство. Мне так нравится. Мне уже осталось вот последние половинки. Я их берегу на какое-нибудь приятное, классное настроение. На какой-нибудь, знаете, чил, когда вечером наступает такой чил, и ты думаешь, блин, пойду для себя устрою полминутки. Я прихожу в ванной и даю себе полминутки чила с масочками. И вот такой мне передала крем. Но я пока его не омолаживающий крем для рук и тела. Я его пока не открываю, потому что у меня есть мои, другие крема, которыми пользуюсь. Не хочу, чтобы он портился, когда закончится. И вот я купила такие классные в ХБ корейские крема для лица. Это какой-то новый уровень. Корейская косметика. Это намного круче. Она как-то идеально увлажняет, не супер жирные, приятные текстуры. Мне нравится. Я пользуюсь сразу двумя. Просто по настроению. Я не вижу разницы в них. Тут написано витаминный. Такой витаминный крем, а это коллагеновый. Ну, не знаю, я разницу не вижу, и пахнут они очень классно. Я две купила, двумя пользуюсь. Один день оранжевым, другой день желтеньким. И вот не помню, показывала ли я эту умывалку от Avene. Так долго ей пользуюсь. Я не знаю, сколько здесь, 200 мл. Я уже не знаю, наверное, месяц, 2, 1,5. Вот сколько я не снимаю, столько я ей пользуюсь каждый день. Она потрясающая. Он даже смывает макияж, что мне нравится. И она такая, знаете, деликатная, просто такая гелевая, классно распределяется и слегка-слегка так пенится. Мне очень нравится. Вот, я купила большой объем и счастлива. Я совершенно забыла, я купила 2 блеска от Kiko Milano, у меня просто в сумочке. Это не самый любимый оттенок, нормально сойдет. Мне все равно нравится, он такой классический. Мой любимый 22-й. 32-й оттенок вот этот. Такие красивые упаковки в Kiko Milano вообще. Так потрясающе достать из сумочки, просто держать, любоваться. Даже не надо красить, и так красиво. Ну и последние новинки. И будем с вами прощаться. Новинка у нас это мой цветок. Я серьезно привела вас на балкон, чтобы показать свой цветок. Вот я накрасилась блеском. Кстати, там такая большая линейка этих блесков в Kiko Milano. Я пока выбирала, смотрела, мне было так сложно, очень сложно, поэтому я выбрала 2 оттенка. Я хотела сначала один, знаете, попробовать, а потом вернулась в другой день и докупила еще один оттенок. Покажу вам цветок поближе и будем с вами прощаться. Вот такой колокольчик. Классный. Горшок еще такой купила, но я еще не пересаживала. Не знаю, мне очень нравится. Я его постоянно тут пшикаю. И вот вам приближаю. Хочу показать, что у нас открылся Deseo. Десерты. Такое заведение. Блин, за деревьями ничего не видно. Оно очень популярно. Здесь постоянно люди. Там десерты. Продаются десерты, как по мне. Они очень дорогие. По 50 злотых за десерт. Но они, правда, очень красивые. И отзывы у них там 5 из 5 в Гугле. Может, тоже когда-нибудь доберемся, попробуем. Но мы с Сашей жмоты. Нас просто жаба душит. Там, знаете, от 35 до 49, до 50, а может и выше десерты. Не знаю, за один десерт давайте 50 злотых. За 50 злотых я могу купить килограмм классных креветок. Поэтому как-то жалко. Жаба душит. Давно не показывала чипероделку. Тебя давным-давно никто не видел. Все забыли, как ты выглядишь, пушистик. Он у нас теперь весит 6 кило, ребята. Поднабрал. Просто вот, не знаю. Стал хорошо есть. Слава богу, меньше стал болеть живот. У него же постоянно были раньше проблемы с болью живота. И он поэтому как-то не всегда ел свою порцию. Сейчас у него аппетит зверский. Все хорошо. Слава богу. Но у него уже давно все хорошо, где-то год, я думаю. Мы его не водим никуда, ни по каким ветеринарам. Только вот недавно был ветеринар, делал прививку. Но это стандартная прививка. Каждый год нужно делать от бешенства всем. Вот. Так у него все классно. Пойдет скоро к фрезеру. Пойдешь? Пойдет. Такой пушистик. Я так люблю, когда он такой пушистенький. Он сразу малыш такой сразу становится. Он, как всегда, у него ничего не изменилось. Он любит лащиться, любит гладиться, любит, когда уделяют ему максимум внимания. Собака-человек.
на этом все. Буду с вами прощаться. Спасибо, что провели со мной это видео. И до скорых встреч. Пока-пока.